Приветствую вас, уважаемый трейдер! В этом видео мы поговорим с вами о равноудаленных каналах. Я уверен, что об этих каналах слышал практически каждый трейдер, будь то начинающий или профессиональный трейдер на любом рынке финансовом, то есть будь то рынок Форекс, криптовалют, там, допустим, фондовый рынок и тому подобное. То есть все трейдеры, которые торговали когда-то на финансовых рынках, однозначно использовали или пытались использовать этот канал. Но, тем не менее, не все знают о правильном его использовании, как действительно правильно найти точки входа, выхода и тому подобное. И также в этом видео я расскажу вам именно о трех полезных свойствах. Это первое, это торговля в канале, второе, торговля на пробой этого канала, и третье свойство, как же определить цель при помощи этого канала. О третьем пункте, я думаю, многие вообще не догадывались. Итак, давайте, чтобы не затягивать видео, начнем быстренько просмотрим, как работают эти каналы. Первое свойство, как торговать в канале. Итак, для построения канала нам необходимо иметь три точки. Обязательно это должны быть последовательные точки, то есть если, например, мы торгуем по двум максимумам, то между ними должен быть минимум. То есть давайте я определю и покажу на графике первая точка. Обязательно это должна быть вторая и это третья. Конечно, могут быть случаи, когда каналы будут работать и по-другому, но если рассматривать именно точки входа согласно правильным правилам, то мы будем торговать именно так. Последовательные точки, обратите внимание. И только так мы торгуем. После формирования третьей точки мы уже ждем, когда цена подходит к четвертой, и тогда рассматриваем варианты входа в рынок. Но если мы видим, например, что цена у нас ушла выше, то, соответственно, уже у нас не работает этот канал, и его, конечно же, нужно перестроить. Давайте вот в данном случае это и сделаем. То есть если мы строим канал по двум максимумам, то у нас будет между ними минимум. Опять же, давайте я не буду прописывать, просто покажу первая, вторая, третья точка. И обратите внимание, то есть при подходе к четвертой точке мы рассматриваем варианты входа как на покупку или на пробой. В данном случае у нас, например, вот это было вчера, цена пробила этот канал, но, конечно же, мы не входим в рынок, тем более у нас большой хвост, мы обязательно должны ждать подтверждения. То есть, если есть подтверждение, тогда мы входим. Если его нет, как в данном случае, то, конечно же, мы не входим в рынок, а ждем подтверждения для входа на покупку. Вот, в принципе, у нас и получилось. То есть, цена пробила, но мы видим, что она и закрылась у нас выше. То есть фактически мы уже могли заключить сделку на покупку и сейчас сидеть в позиции. Стоп-лосс, конечно же, самый лучший вариант это под минимум, но учитывая, что очень большой хвост, хотя бы за, допустим, ниже линии канала и хотя бы под свечу открытия и закрытия предыдущей. То есть мы видим, что у нас стоп-лосс порядка сколько, 25 пунктов, но потенциал для прибыли у нас, сейчас мы померяем, потенциал для прибыли 70 пунктов. То есть мы однозначно имеем шанс для движения вверх, к верхней границе и получения прибыли. То есть на данный момент, что, допустим, если кто-то входил в рынок, однозначно уже можно рассмотреть перестановку сделки без убыток. Но желательно, чтобы цена вышла еще выше, закрепился максимум, и тогда уже однозначно перестановка, и ждем, как цена будет вести себя дальше. То есть это первый вариант. Первый вариант это вход на покупку или продажу от внутренней линии канала. Давайте рассмотрим еще варианты для сделок на продажу. То есть если у нас два минимума и есть максимум, то есть, ну, возьмем, далеко не будем ходить, то есть вот у нас есть канал, да, он не отработал, очень жаль,
Ну, пусть будет такой канал. То есть обратите внимание, то есть у нас есть два минимума и последовательный максимум. То есть первая точка, вторая, третья. Первая. То есть у нас есть канал. Однозначно при формировании, при подходе к четвертой точке мы рассматриваем варианты входа. Обратите внимание, это были новостные факторы, и в данном случае однозначно был бы стоп-лосс, потому что цена пробила канал, сформировался фактически пин-бар, но он, конечно, больше похож на неопределенность, то есть тут уже нужно было, чтобы трейдер сам принимал решение, входить ему на покупку или ждать какого-то подтверждения, потому что первое, это перед новостями нежелательно торговать, второе, у нас свеча все-таки закрыта больше как свеча неопределенность, обратите внимание, цена сверху, то есть она закрылась посередине свечи, и хвост сверху большой, и хвост снизу большой, поэтому тут уже или минимальный стоп-лосс, там 10 пунктов и вход с потенциалом достаточно большим, или все-таки стоп-лосс и ждем разворота цены. В данном случае цена вернулась обратно, не протестировала линию, поэтому вход был оправдан, но все-таки, опять же, учитывая, что на новостях, ну, где-то 25 пунктов, потенциал у нас 40. Ну, в принципе, можно было входить, если кто-то входил, то прибыль однозначно получил. Но учитывая стоп-лосс, то есть минимальную прибыль все равно получена. Это первый вариант, то есть первый вариант входа это внутри канала. Таких вариантов очень и очень много, то есть я сейчас, ну если допустим мы даже просто просмотрим, прокрутим график, то увидим, что очень много таких вариантов входа на продажу и покупку, где канал очень хорошо отрабатывает. Ну вот, например, это мой любимый АБЦ, то есть первая, вторая, третья точка, подход, отбой и движение вниз. Очень часто мы используем также для входа еще и подтверждение по Фибоначчи. То есть если вы будете использовать этот инструмент, то у вас шанс получить прибыль будет достаточно большой. То есть канал плюс Фибоначчи, отбой, здесь продаем, стоп-лосс или выше максимума, или выше 50. Потенциал первая цель и вторая цель перепись. То есть мы видим, что соотношение достаточно хорошее, цель достигнута. Вот в принципе первый вариант. Теперь давайте посмотрим с вами на второй вариант, то есть как торговать пробои. То есть давайте возьмем пример, ну например, давайте вот далеко опять же не будем ходить. У нас есть два максимума и минимум. То есть первая точка, вторая точка, третья. Мы ждем движения. Если мы заключаем, допустим, сделку, кстати, если здесь мы быстрее всего... Да, то есть в данном случае мы вообще могли рассматривать еще и входы на продажу от этой точки. То есть у нас 38,2 плюс канал, отбой. Возможно было даже на третьем подходе заключать сделку, стоп-лосс, потенциал первая точка, вторая точка, это ТП2. То есть обратите внимание, как хорошо отрабатывают каналы вместе с Фибоначчи. То есть давайте это, опять же, мы отвлеклись. Фибоначчи удаляем. Обратите внимание, то есть вот у нас цена подошла к нашей цели. Торгуете вы сделку, не торгуете, обратите внимание, происходит пробой нашего канала вот на этой свече. Мы видим, что пробой произошел, соответственно, конечно же, мы не заключаем сделку сразу, мы ждем подтверждения, то есть ретест и отбой. Вот у нас произошел отбой, пин-бар. Мы заключаем сделку, стоп-лосс однозначно выше линии канала и выше, допустим, пин-бара и предыдущей свечи. И как же нам определить цель? То есть, конечно же, мы можем просмотреть историю, посмотреть, какие это уровни. То есть, допустим, однозначно здесь будет уровень для цели, ну вот 61,8 идеальный вариант, то есть, скажем, идеальный вариант для фиксации прибыли
61,8. Возможно, даже частично на 50 закрыть сделку. Но это если такой вариант. А если у нас график не совсем понятный, то мы можем сделать следующее. Обратите внимание. То есть так как у нас есть... Давайте я удалю эти надписи. Так как у нас есть канал, то канал может выступить сам же для себя очень хорошей целью. То есть как я определяю цели очень часто в любых сделках, будь то эти сделки по графическому анализу или, допустим, price action и тому подобное. То есть мы просто берем, выделяем этот канал, нажимаем Ctrl, еще раз и переносим наш канал. Обратите внимание, что получилось. То есть мы фактически определяем для себя цели на основании этого же канала. И посмотрите, как хорошо он отработал. И это не единственный случай. То есть таких случаев очень много. И практически, если вы проверите любое практически движение с каналами, вы будете видеть, что они очень хорошо отрабатывают даже в проекции. То есть первый равноудаленный канал, второй равноудаленный канал, он послужил нам целью для фиксации прибыли Take Profit 1. Цена его пробила, опять же, теперь он превратился у нас в сопротивление, но обратите внимание, как хорошо он отрабатывает. И опять же, третий канал у нас превратился в не что иное, как цель номер 2. Да, они не совпадают 61 и 50%, но тем не менее мы видим, что очень и очень они четко отрабатывают. Вот, в принципе, 3 свойства, о которых я хотел сегодня сказать. Пусть это будет небольшое видео, но если есть вопросы, задавайте. Также можете под видео написать, торгуете ли вы каналы, используете ли вы 3 этих способа и как вам именно третий способ. Проверили ли вы его на графике, действительно ли он работает. Спасибо за внимание. До новых видео.